Об уникальной способности человека, которую я причисляю к сверхспособности. Многие люди ее недооценивают, не понимают силы воображения и не используют его в своей жизни. Воображение делает нас особенными, отличными от всех живых существ. Это наша сверхспособность, которая есть только у человека и которая дана всем без исключения. Это уникальная сверхспособность, когда она развита и используется осознанно, открывает перед нами безграничные горизонты, позволяет видеть мир не только таким, каков он есть, но и таким, каким он может быть. Воображение – это мощный инструмент, который может быть использован для реализации мечт и создания новой жизни, нашей мечты. Каждый человек обладает сверхспособностями, просто мы их не развиваем. Например, интуиция, телепатия, ясновидение. Это все и есть сверхспособности, когда мы как бы считываем какую-то информацию, знания из коллективного поля. И если эти сверхспособности нужно развивать, и, возможно, не все могут их развить до высокого уровня, то есть одна сверхспособность, которой обладает каждый обыкновенный человек, это воображение. Дело в том, что 95% всех реакций человека происходит на автомате, поэтому большинство людей привыкли быть неосознанными и вести жизнь на автомате. Когда мы осознанно направляем свои мысли и эмоции и учимся их контролировать, то тогда мы можем развить такие способности, которые меняют нашу жизнь. Разве это не сверхспособность? Поэтому я считаю, что воображение – это сверхспособность, если его развивать. Так вот, вместо того, чтобы использовать воображение о себе во вред, когда мы представляем какие-то виртуальные страхи, это страх смерти, страх одиночества, страх голода, страх неизвестности, каких-то неприятностей, что что-то не получится. А это все вызывает, соответственно, проблемы со здоровьем и ухудшает качество нашей жизни. Вспомните такие периоды в вашей жизни. Виртуальные страхи возникают, когда наш мозг работает на автомате. Наш мозг не различает, где реальность, где нереальность. Он не понимает, что это нереально, и начинает выделять гормоны стресса, адреналин, кортизол, и запускает реакции организма, которые в конце концов вызывают какие-то проблемы со здоровьем. И, естественно, вызывают ухудшение качества нашей жизни, проблемы в отношениях, проблемы на работе, проблемы с финансами. Воображение. Когда мы используем наше воображение на автомате в негативном контексте, это есть функция мозга, потому что мозг хочет оберегать от каких-то опасных ситуаций, а это механизм выживания. Когда мы воображаем, что с нами может что-то случиться плохое, наш мозг на автомате создает виртуальные страхи. Это негативная работа, воображение. Когда же мы тренируем позитивное мышление и видение, то мы можем изменить свою реальность и создать такую, какую мы хотим. Это реально. И я расскажу об этих техниках позже. Как использовать воображение как двигатель мечты? Воображение человека – уникальная сверхспособность для реализации мечты и создания новой жизни. Воображение – это способность ума формировать образы, идеи, концепции, которые не основаны на непосредственном восприятии. Оно принимает на себя разные формы, от простых визуальных образов
до сложных сценариев, которые можно использовать для решения проблем, создания произведений искусства, для проектирования будущего. Каждая великая мечта когда-то существовала только в воображении ее создателя, будь то изобретение или произведение искусства, все они находились во внутренней визуализации человека. Воображение позволяет нам мечтать о том, что возможно, кажется невозможным, и разрабатывать планы, чтобы добраться до этой мечты. Оно вдохновляет нас не бояться рисковать и исследовать новые горизонты. Не обязательно надо быть высокообразованным, с высоким IQ или прокачанным. У всех есть такая сверхспособность, как воображение, которую надо развивать, как ребенок учится говорить. Это сверхспособность, поймите это. Это не просто способность, которая функционирует на автомате, как другие функции человека. Это сверхспособность человеческого мозга, когда мозг работает в когерентном состоянии с сердцем. И, используя силу воображения, мы действительно можем жить в новой реальности. Поэтому все техники основаны на использовании этой сверхспособности нашего мозга к воображению и нашего сердца к созданию высоких эмоций, когда они работают вместе в когерентном состоянии во время практики медитации, визуализации. Когда мы медитируем, когда мы делаем практики, все работает благодаря этой сверхспособности нашего воображения. Так вот, это же воображение можно использовать себе во благо и создать жизнь своей мечты, реализовать свои мечты. Такие великие визионеры, как Никола Тесла, ученые, как Менделеев, который увидел во сне свою таблицу элементов. Они считывали эти знания, которые находились в едином квантовом поле. Это поле коллективного сознания, где хранятся все знания всего человечества. Они никуда не пропали. Вы замечали, когда мы фотографируем что-то, почему-то фотография не такая красивая, как наше видение. Потому что когда мы смотрим на природу или какие-то другие картины, то к этому добавляются наши эмоции, переживания, какие-то воспоминания, память, наш жизненный опыт. Воображение дорисовывает всю эту многомерную картину. Наше воображение может включить все каналы восприятия, все органы чувств, которые передают больше, чем фотоаппарат или видеокамера. Так какие структуры мозга участвуют в процессе воображения? Воображение – это сложный психический процесс, который затрагивает несколько областей мозга. Основные зоны, участвующие в формировании воображения, включают лобные доли. Эти части мозга отвечают за когнитивные процессы высшего уровня, такие как планирование, принятие решений, креативное мышление, формирование и манипуляции с мыслями, что важно для воображения. Теменные доли участвуют в восприятии и интеграции сенсорной информации, что необходимо для создания образов на основе прошлых переживаний и представлений. Височные доли, особенно область гиппокампа, связаны с памятью и обработкой визуальной информации. Они важны для извлечения воспоминаний, которые могут быть использованы в процессе воображения.
Затылочные доли отвечают за визуальное восприятие, и их деятельность важна для формирования высококачественных визуальных образов воображения. Сеть пассивного режима работы мозга. Эта сеть включает в себя несколько участков мозга и активно функционирует, когда человек находится в спокойном состоянии и занимается внутренними мыслями, такими как мечты, фантазии, воображение. Процессы воображения также активируют ассоциативные области, где происходят ассоциации между различными элементами информации, что позволяет создать новые уникальные образы. Таким образом, воображение является результатом сложного взаимодействия между несколькими мозговыми структурами и сетями. И его формирование зависит от интеграции различных типов информации – сенсорной, эмоциональной и когнитивной. Таким образом, понятно, что воображение связано как с сознанием, так и с подсознанием человека. Воображение включает активное мышление, осознанное создание образов, идей, сценариев. Это сознательная часть, когда мы осознанно, целенаправленно используем воображение для решения проблем, планирования будущего или творчества. В этом контексте воображение связано с логикой, аналитическим мышлением и сознательным контролем над мыслями. С другой стороны, воображение часто опирается на опыт, эмоции и впечатления, которые хранятся в подсознании. Многочисленные ассоциации, мечты, интуитивные идеи могут возникать из подсознания. Это все является тоже частью воображения. Таким образом, воображение является сложным процессом, который включает взаимодействие как сознательных, так и подсознательных механизмов. Какие существуют способы для развития воображения? Во-первых, это чтение, погружение в литературу, особенно художественную, помогает активировать воображение, так как человек начинает визуализировать образы и ситуации. Второе. Творчество. Занятия искусством, писательством, музыкой, любыми формами самовыражения позволяет развить творческое мышление. Третье. Игры. Это ролевые игры, которые помогают фантазировать, стимулируют воображение и креативность. Четвертое. Медитации и визуализации. Это практики, которые поощряют расслабление, погружение в альфа-тета-состояние и создание образов воображения и могут способствовать его развитию. Пятое. Наблюдение. Наблюдение за окружающим миром без эмоционального включения и затем, как различные элементы взаимодействуют между собой, также может помочь развитию способности к воображению. Как можно понять, что у человека недостаточно развито воображение? Во-первых, это ограниченность мышления. Недостаток воображения может привести к однобокому восприятию мира и неспособности видеть альтернативные решения проблем, принимать все многообразие проявления мира. Второе. Трудности в общении. Когда человек с неразвитым воображением испытывает трудности в понимании метафорического языка, юмора, каких-то сложных форм общения. Третье. Упрощение жизни. Когда нет воображения, жизнь кажется как рутина, превращается в день сурка, она становится предсказуемой. И, соответственно, уровень жизни и удовлетворенности также
понижаются. Четвертое. Проблемы с креативностью. Во многих сферах это проявляется на работе, в учебе, в личной жизни, когда недостаток воображения затрудняет поиск оригинальных, нестандартных решений. Так можно ли развить воображение до уровня сверхспособности? Можно. Конечно, можно. Вот несколько способов, как можно развивать воображение. Первое. Чтение и просмотр разнообразных произведений искусства. Это может быть литература, фильмы, театральные постановки, художественные картины и так далее. Все эти формы искусства могут вдохновлять и расширять ваш кругозор. Я приучила себя к прослушиванию классической музыки. Это действительно помогло мне развить мое воображение. Второе. Ведение дневника. Записывание своих мыслей, сновидений, идей, наблюдений также может помочь развить воображение и креативное мышление. Третье. Практика креативного письма. То есть писать какие-то маленькие истории, стихи или описывать свои мысли, ощущения. Также может помочь развить способность к визуализации и фантазии. Четвертое. Занятия творчеством. Это живопись, музыка, танцы, другие виды творчества помогают развивать воображение и креативность. То есть это можно как делать активно самому, так и пассивно, слушая, наблюдая. Пятое. Медитация и визуализация. Это практики медитации, которые помогают успокоить ум, погрузиться в глубокие состояния альфа, тета и открыть доступ к подсознанию и внутреннему воображению. Шестое. Игра с сюжетом и персонажами. Это придумывание каких-то альтернативных концовок к фильмам, книгам, создание своих персонажей и историй. Поскольку наш ум работает на автомате, 95% всех реакций происходит на автомате, то как же можно выйти за рамки автоматической работы ума с помощью воображения? Это процесс осознанного и творческого подхода к мышлению и восприятию. Рассмотрим несколько способов, которые могут нам помочь выйти из автоматического режима ума. Первое. Практика осознанности. Это регулярная медитация, практики осознанности, которые помогут вам осознать свои мысли и действия, а также отслеживать автоматические реакции. Это позволяет лучше понять, когда ваше мышление становится автоматическим. Замечайте, следите за собой, без осуждения или критики. Второе. Визуализация. Используйте свое воображение для создания ярких образов и сцен. Представьте себе альтернативные какие-то сценарии, решение проблем. Это помогает расширить горизонты и увидеть новые возможности. Конечно, развить свою фантазию. Третье. Создание мозговых штурмов. Записывайте любые идеи, которые приходят вам в голову, без оценки и критики. Позвольте своему воображению свободно течь, быть в потоке, чтобы выявить нестандартные решения. Четвертое. Изменение обстановки. Поменяйте окружение или привычный рутинный порядок. Новый опыт может способствовать новым мыслям и инсайтам. Старайтесь все время делать что-то по-новому. Пятое. Чтение художественной литературы. Как уже говорили выше, чтение книг разных жанров может развить воображение и смотреть на мир с разных точек зрения. Шестое. Творческие занятия. Живопись,
написание, музыка, другие формы искусства тоже способствуют активации творческого потенциала и выходу за пределы привычного мышления. Если вы не умеете петь, рисовать, танцевать, начните это делать. 7. Обсуждение идей с другими людьми. Старайтесь поделиться с другими людьми, обсудить какие-то ваши идеи и увидеть, как они смотрят на эти же вещи под другим углом. 8. Вопросы и почему. Постоянно задавайте себе вопросы и ищите причины, почему вещи происходят именно так. Это может вести к глубоким размышлениям и выдвижению новых идей. 9. Правило 5 почему. Постарайтесь углубиться в причины своих действий или мыслей, задавая вопросы «почему?» несколько раз подряд. Это может помочь выявить автоматические реакции и стереотипы мышления. Таким образом, работа над расширением своего воображения и осознание автоматических паттернов требует времени и терпения, но результаты будут весьма вдохновляющими. Таким образом, развить воображение до уровня, который можно назвать сверхспособностью, возможно, но это требует систематической практики и подхода. Воображение играет ключевую роль в творческих процессах, решении проблем, формировании новых идей. Для этого нужно приучить свой мозг к новому мышлению. Наш мозг мы можем приучить абсолютно ко всему. Важно учиться использовать наше воображение себе во благо, то есть переключать сознательно в нужном направлении, в направлении своих целей, мечты и желаний. И тогда мы можем развить сверхспособность, которая будет творить чудеса.